Привет, друзья! Вы на канале Готовим просто, вкусно, быстро. Сегодня у меня небольшая подборка супов на каждый день. Все эти супы есть на моем канале, но я решила сделать небольшой плейлист для вашего удобства. Все ингредиенты даны под видео. Смотрите, выбирайте, готовьте. Спасибо всем, кто поделился моим видео, подписался на канал и оставил свой комментарий. Давайте готовить. Первым супом будет суп-лапша домашняя с фрикадельками из куриного фарша. Начну с приготовления лапши. Насыпаю в миску муку. У меня 110 грамм. Солю ее, разбиваю сюда одно яйцо и начинаю вот так потихонечку посыпать в нее муку и замешивать тесто. Беру разделочную доску, продолжаю месить. Затем готовое тесто раскатываю в тонкий пласт. Можно оставить его немного подсохнуть, а потом нарезать. Но я слегка присыплю мукой и нарежу сразу. Оставляю лапшу сохнуть. Беру 200 граммов фарш, буду делать из него фрикадельки. Солю, перчу, добавляю в фарш мелко нарубленный лук, чеснок и укроп. Фарш хорошо вымешиваю. Смачиваю руки водой и делаю вот такие шарики, пока их уберу. Шинкую лук и нарезаю мелкой соломкой морковь. Можно ее просто натереть на терке. Еще я люблю класть в поджарку стебельки петрушки и укропа. Мелко их шинкую. Все продукты подготовила. Вода закипела, солю ее. Выкладываю подготовленные фрикадельки, даю им закипеть. Нагрев убавляю и варю их 10 минут. Пока варятся фрикадельки, сделаю поджарку. Наливаю в сковороду подсолнечное масло, выкладываю нашинкованные стебельки, лук и морковь. Все перемешиваю. Я еще для цвета добавляю в поджарку куркуму. Она придаст супу золотистый цвет. Фрикадельки сварились, можно их вынуть, но я оставлю в кастрюле. Выкладываю поджарку, даю супу закипеть и кладу лапшу. Я буду использовать не всю, так как кастрюлька у меня небольшая, всего 1,5 литра. Даю супу закипеть, нагрев убавляю до минимума. Не нужно, чтобы суп бурлил. И варю его 3 минуты. За 1 минуту до готовности добавляю мелко нарезанный зеленый лук, петрушку, лавровый лист. Готовый суп разливаю по тарелкам. Вот такой суп у нас получился. Вкусный, ароматный и красивый. А этот суп я называю не борщ, не щи. Прежде чем приступить к приготовлению, подготовлю все продукты. Шинкую соломкой капусту. Выкладываю ее в посуду. Слегка присаливаю и разминаю. Пока уберу. Натираю на крупной терке сырую свеклу. Выкладываю ее в посуду, добавляю к ней чайную ложку яблочного уксуса и чайную ложку подсолнечного масла. Пусть немного помаринуется. Дорезаю мелкими кубиками картофель, лук полукольцами. Морковь натираю на крупной терке. Беру помидор, разрезаю его пополам. Одну половинку нарезаю мелкими кубиками, а вторую натираю на крупной терке. Кожицу выбрасываю. Продукты подготовила. Суп варить буду на курином бульоне. Я приготовила его заранее. Кладу в кастрюлю, где будет вариться суп, немного сливочного масла. Растапливаю его и выкладываю подготовленную капусту. Слегка обжариваю, постоянно помешивая в течение 2-3 минут. Затем добавляю в стакан бульона, накрываю кастрюлю крышкой и тушу в течение 10 минут. Пока тушится капуста, сделаю поджарку. Наливаю на сковороду подсолнечное масло. Кладу стебельки укропа и петрушки. Вы можете этого не делать. Лук и морковь. Обжариваю их до готовности. В конце добавляю протертый помидор. Обжариваю. Доливаю в кастрюлю оставшийся бульон. Даю ему закипеть. Кладу картофель и выкладываю готовую поджарку. За 5 минут до готовности кладу маринованную свеклу. Досаливаю суп, выкладываю мясо. Буквально за 1-2 минуты до конца варки кладу лавровый лист, зеленый лук и петрушку. Даю им немного прикипеть. Суп выключаю, оставляю его настаиваться. Все готово, можно подавать к столу. Наливаю суп. Подать его можно со сметаной или майонезом. Получился он очень вкусно. Дочка сказала, как в детском саду. Третьим супом будет суп крестьянский с фрикадельками. Фрикадельки можно приготовить из любого фарша. Для супа нам потребуются следующие продукты. Картофель нарезал небольшими кубиками. Пшено помыла и проварила в течение 3 минут. Это делается для того, чтобы бульон не был мутным. Морковь натерла на крупной терке. Можно нарезать кубиками. Лук нашинковала соломкой. Яйцо и фарш для фрикадельк. У меня куриный.
Берите, какой любите. Фарш солю, перчу. У меня смесь перцев. Добавляю столовую ложку воды и хорошо его вымешиваю. Руки смачиваю водой и делаю фрикадельки. В кипящую подсоленную воду кладу подготовленные фрикадельки и варю их 10-15 минут. Вынимаю, пока уберу. Их можно добавить в конце варки в кастрюлю или положить в тарелку при подаче. В кипящий бульон кладу пшено и варю его 5 минут. Затем добавляю к нему картофель и варю до его готовности. Пока варится картофель, приготовлю поджарку. Наливаю на сковороду подсолнечное масло, выкладываю сюда лук и морковь. Все обжариваю. Яйцо разбиваю, вливаю в него 1 столовую ложку воды и хорошо все взбиваю. За 2 минуты до готовности супа добавляю поджарку. Затем тонкой струйкой выливаю взбитое яйцо, постоянно помешивая суп, чтобы не образовались яичные хлопья. Добавляю сюда лавровый лист, свежую петрушку. Накрываю крышкой, даю супу закипеть. Выключаю, настаиваю 5 минут. В тарелку кладу фрикадельки и наливаю суп. Подаю к столу. Вот такой красивый и очень вкусный суп получился. Овощной суп. Готовлю так, когда хочется чего-то легкого и по-быстрому. Набор овощей может быть любой, по вашему вкусу. Давайте готовить. Для супа беру пекинскую капусту. Я ее нарезала соломкой. Картофель нарезала мелкими кубиками. Цветную капусту разобрала на качанчике. Для поджарки беру болгарский перец, помидоры. Они у меня свежемороженые. Морковь натерла на терке. Лук нашинковала соломкой. Куриный бульон. В кипящий бульон кладу картофель. Варю 10 минут. Пока варится картофель, делаю поджарку. Наливаю на сковороду масло, выкладываю лук, слегка обжариваю. Добавляю морковь, обжариваю до готовности. Затем кладу перец и помидор. Обжариваю, постоянно помешивая. Через 10 минут отправляю к картофелю цветную капусту, пекинскую капусту и поджарку. При необходимости досаливаю. Добавляю сухой укроп, лавровый лист, нарезанное мясо. Варю суп до готовности овощей. Примерно 10 минут. За 1-2 минуты до готовности удаляю лавровый лист, кладу в суп свежую петрушку. Суп приготовился. Наливаю в тарелку, добавляю сметану. Все, можно есть. Очень вкусный и легкий суп получился. Суп грибной с королевскими шампиньонами. Отличный вариант для тех, кто постится. И не только. Для супа я возьму королевские шампиньоны, баклажаны, перец и помидоры. Они у меня свежемороженые. Заготавливаю их с осени. Картофель, лук и морковь. Зубчик чеснока. Помидоры можно заменить томатной пастой. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Подготовлю все продукты. Шампиньоны нарезаю средними дольками. Картофель, как и другие овощи, средними кубиками. Морковь натираю на крупной терке. Лук шинкую соломкой. На сковороду наливаю подсолнечное масло. Выкладываю сюда баклажаны. Обжариваю их до полуготовности. Добавляю к ним морковь. Слегка обжариваю. Лук, грибы и перец. Перемешиваю, нагрев убавляю и обжариваю овощи до готовности, периодически помешивая. Пока готовится поджарка, кладу в кипящую подсоленную воду подготовленный картофель и варю его 10 минут. В поджарку добавляю помидоры и обжариваю их, постоянно помешивая. Готовую поджарку выкладываю в кастрюлю, при необходимости досаливаю. Добавляю сюда сухой укроп,
базилик и мяту. Она даст суп небольшую кислинку. Лавровый лист. Накрываю крышкой и варю 10 минут. В конце варки удаляю лавровый лист. Добавляю мелко рубленый чеснок примерно за 2 минуты до конца варки. Готовый суп снимаю с плиты, даю ему настояться 5-10 минут. Затем разливаю в тарелки, добавляю сюда свежую зелень, сметану. Все, можно есть. Суп получился очень вкусный, с легкой кислинкой. Такой суп с кабачками я готовлю и летом, и зимой. Зимой использую замороженные кабачки. Наливаю в кастрюлю холодную воду и ставлю варить мясо. Вода закипела, снимаю накипь, солю. Пока варится грудка, подготовлю остальные продукты. Рис хорошо мою, воду сливаю, пока уберу. Кабачок мою, отрезаю хвостик, чищу. Нарезаю небольшими кубиками. Удаляю семена из перца, нарезаю его мелкими кубиками. Лук шинкую тонкой соломкой. Морковь натираю на крупной терке. Снимаю с помидора шкурку и нарезаю его небольшими кубиками. Продукты подготовила. Бульон сварился, процеживаю его. Ставлю на плиту, даю ему закипеть. Кладу рис. После того, как он закипит, варю его 10 минут. Добавляю к нему кабачки, помидоры и варю до готовности. Это примерно 10-15 минут. Пока варится суп, делаю поджарку. Наливаю на разогретую сковороду подсолнечное масло. Кладу стебельки укропа. Можно этого не делать. Слегка их обжариваю. Добавляю перец. Обжариваю его до полуготовности. Выкладываю лук. Слегка обжариваю, постоянно помешивая. Кладу морковь и обжариваю овощи до готовности. За 2-3 минуты до готовности кладу в суп поджарку. Даю ему закипеть. Кладу нарезанное мясо. Зелень, у меня укроп и петрушка, мелко рубленый чеснок. Накрываю крышкой, даю суп провариться не более 1 минуты. Выключаю. Даю ему немного настояться и подаю к столу. Наливаю в тарелку, все, можно есть. Вот такой красивый и очень вкусный легкий летний супчик у меня получился. При желании можно добавить сметану, тоже будет вкусно. И последним супом будет суп из щавеля. Летом он частый гость на моем столе. Я буду готовить его на курином бульоне. Нарезаю картофель небольшими ломтиками, затем шинкую лук. Натираю на крупной терке морковь. Щавель мою, перебираю и мелко шинкую. Нарезаю зеленый лук и укроп. Очищаю помидор от кожицы и нарезаю его мелкими кубиками. Все продукты подготовила. Бульон закипел, кладу в него картофель и ставлю вариться до готовности. Пока он варится, сделаю поджарку. Наливаю на сковороду подсолнечное масло, выкладываю лук и морковь, обжариваю их до полуготовности. Добавляю к ним половинку помидора, другую половинку пока оставлю. В готовую поджарку добавляю часть щавеля. Перемешиваю и снимаю сковороду с плиты. За 5 минут до готовности кладу в суп вторую половинку помидора, оставшийся щавель и поджарку. Накрываю крышкой, даю супу немного прокипеть на медленном огне. Пока варится суп, хорошо взбиваю яйцо и за 1-2 минуты до готовности вливаю его в суп, постоянно помешивая. Затем добавляю зеленый лук, укроп, лавровый лист и мелко рубленый чеснок. Суп готов, даю ему немного настояться. Наливаю в тарелку и подаю к столу. Я еще кладу в него сметану. Суп получился с легкой кислинкой, как раз то, что мне нравится. Очень вкусный. У нас такой суп едят с удовольствием. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.